Что сейчас происходит со мной, это трэш, ребята. Но это же капец, сколько всего я получила за это время. Вот, я сегодня для себя глобально определила, что я несу. Причем уже довольно легко, потому что, все-таки уже столько дней прошло, как я этим пользуюсь. Меня вообще просто окончательно разорвало, и вот я, собственно, тут. День, наверное, на 5-й Хунабы я вообще отбросила все условности, какие имелись, и начала делать вот это вот все, что в кайф. Ключевая мысль, которую я нашла в этом боте, это то, что тебе нужно отдать то, что у тебя в избытке. То есть ты должен давать миру то, чего у тебя в избытке. Я, когда начала отдавать свое изобилие, я начала получать обратную связь от этого, ни с чем не сравнимую. Это же вот просто невообразимо. Невообразимо. Ну вот один из моих критериев пообщаться с создателем всего прекрасного творения. Он просто вчера обрушился на меня, когда я этого вообще никак не ждала. Ну серьезно, да ты серьезно, ты мне сейчас этот дар дашь, вот я прям обомлела. Я увидела, как это работает, когда ты взаимодействуешь с правильным человеком. Это твой урок, как ты, ты объективно понимаешь, что ты мог сделать, ты объективно будешь знать, что ты должен был сделать. Я не знаю, он масштабировал мою энергию просто в разы. Это определенно того стоит. Вот просто не сомневайся. Привет. Меня зовут Юля. Сегодня 22 или 23 день, как я использую Хунаб-бот. У меня накопилось очень много текста. В основном не печатного, но я постараюсь как можно аккуратнее преподнести вам всю информацию. Не лопнуть от восторга еще в процессе. Потому что сейчас происходит со мной, это трэш, ребята. В общем, начала я бот не совсем в тот момент, когда вроде бы это должно было начаться. Это был где-то том 3, я какие-то, в общем, начальную стадию я пропустила. Но, тем не менее, начиная с 3-го тона, все в соответствии с тем, как написано в инструкции ежедневной, которую я получаю, я начала делать. Иногда с пропусками. Бывали такие моменты, что текущие какие-то задачи и проблемки, они немножко выбивали меня из строя, и у меня не было времени на то, чтобы качественно поработать с ботом. Как это выглядит? Вот я получаю описание дня, то есть какие энергии в какие часы, какая энергия в целом базовая на день, и там примерно понимание того, что эта энергия в себе несет, и, соответственно, какие дела ты должен поделать в соответствии с этими энергиями. И плюс базовая информация, такой базовый базис, чтобы ты понимал, что такое тон, что такое там, не знаю, тон сонастройки. Ты понимал, что за энергия у, не знаю, печати синей бури. Я синяя буря, к слову. Так вот, сейчас расплывусь мыслью по древу, походу, потому что, это же капец, сколько всего я получила за это время. Очень сложно собрать все мысли в кучу. Хотя сегодня, знаете, было задание по 12-му тону, нужно было как-то систематизировать свой опыт, ценность своего опыта определить и понять, как ты в этот мир, собственно, можешь что-то внести и глобально, что ты несешь туда. Вот, я сегодня для себя глобально определила, что я несу. Причем уже довольно легко, потому что, все-таки уже столько дней прошло, как я этим пользуюсь, и мне очень многое понятно. В том числе это стало понятно, потому что вчера кое-что произошло, меня вообще просто окончательно разорвало, и вот я, собственно, тут. Чтобы вы понимали, предыдущие 5 лет я не могла собраться с мыслями и что-то записать на камеру и выложить это в интернет. 5 лет собиралась с мыслями. И тут просто вот день, наверное, на 5-й Хунабы я вообще отбросила все условности, какие имелись, и начала делать вот это вот все, что в кайф. Вообще меня перестало волновать всякое вот постороннее. Так вот, собственно, я поставила себе цель, и нужно было определить критерии по достижению этой цели. Одним из критериев было то, чтобы попасть на крыло времени. Я когда начинала пользоваться Хунаб-ботом, я посмотрела, какие есть программы, что можно сделать. Для меня было очевидно, что я нахожусь пока что в таком состоянии дебильном, что я не могу себе позволить крыло времени. Чуть ли не на последнюю купила себе самую маленькую подписку на Хунаб. И в итоге вот я поставила себе цель, определила критерий. Критерий, что я хочу на крыло времени после того, как вот сейчас все поделаю самостоятельно, в самостоятельном режиме. Почему я хочу на крыло? Потому что мне, естественно, очень интересно пообщаться с Павлом непосредственно. Я понимаю, что он видит это все вот просто сверху, и он может в 3 щелчка задать тебе какие-то ключевые вопросы, и ты найдешь в них решение некоторых своих задач. Сама по себе ключевая мысль, которую я нашла в этом боте, это то, что тебе нужно отдать то, что у тебя в избытке. То есть ты должен давать миру то, чего у тебя в избытке.
Я бы, правда, назвала это изобилием, а не избытком. Так, это тебе, Паша, информация. Так вот, я начала отдавать то, что у меня в изобилии. Во-первых, я приняла то, что это действительно изобилие. Я не могу сейчас вот четко сказать, почему мне было раньше непонятно, что это изобилие. Хотя все предпосылки к тому, чтобы осознавать это и принимать оно, ну, они были объективно. Как, собственно, и вообще много чего объективно было в голове, но почему-то же чего-то же не хватало. И вот я вчера, с того, как вот все это время, 21 или 2 дня, сколько, сбилась со счета, я начала отдавать в мир то, что в изобилии у меня, и приняла для себя, что я просто это отдам и ничего не жду взамен. К слову, даже ждать не пришлось. Я, когда начала отдавать свое изобилие, я начала получать обратную связь от этого, ни с чем не сравнимую. Ну, то есть такая чистая благодарность, которая тебя питает, я не знаю, просто от и до. Ты получаешь неистовый кайф, и вот отдавать то, что у тебя есть, оно уже стоит того, чтобы просто получить не какую-то материальную или что-то такое, а прям вот просто чистую душевную благодарность. И это видео, к слову, чистая душевная благодарность от меня, Паша, потому что, ну, это же вот просто невообразимо. Невообразимо. Что случилось? Вот вчера сижу я такая на дне рождения, и мне вот клац, и приходит сообщение. Я посмотрела, как думаю, так, это вроде бы как-то вот про Хунабот. Открываю сообщение и читаю, так как там насчет созвониться? У меня сначала немножечко не понимаю, думаю, так, может быть, какие-то сложности с Хунабом, там еще какая-то такая фигня. Потом такая сижу, у меня в моменте щелк, просто несколько мыслей подряд. И я такая, да ну неужели? Ну, в смысле, ну серьезно? Ты что, серьезно? Ну, вот один из моих критериев пообщаться с создателем всего прекрасного творения. Он просто вчера обрушился на меня, когда я этого вообще никак не ждала. Я же понимаю, насколько ценно время Павла. Я же понимаю, насколько оно ценно с материальной точки зрения. И я такая вчера просто думаю, блин, ну серьезно, да ты серьезно, ты мне сейчас этот дар дашь, вот я прям обомлела. Ну, то есть это же... И ладно еще, вот знаете, вот просто Павел вчера, я так понимаю, что в соответствии с тем тоном, который вчера был, решил внести еще свою лепту в этот мир, полезность тоже, вот проявить свою полезность. Он мне позвонил с вопросом, чем я тебе могу быть полезен? Я такая, ну блин, я даже не знаю, ну в смысле, просто давай поговорим. И он мне задавал несколько каких-то вопросов, и эти вопросы, они просто как по полкам раскидывали вообще все, что вот я накопила за эти 20 дней. Даже, я не знаю, я не успевала на них отвечать, как у меня все вставало на свои места. И что еще веселее, я сама пыталась задать ему вопрос какой-то, и даже не успела, кажется, его до конца сформулировать, как мне просто в голову пришел ответ, и я просто поняла, это же очевидно. И в этом моменте я узрела, как работают взаимодействующие энергии. Вот у меня энергия синей бури, а у Паши солнце. И мы с ним, ну, я как аналог его энергии, и он как аналог моей. И я такая просто... Я увидела, как это работает, когда ты взаимодействуешь с правильным человеком относительно там, своей энергии, с правильными энергиями взаимодействуешь. И я такая просто... Да ну не может быть же такого. Это просто вообще что-то неописуемое. И тут же в процессе просто разговора я не задавала ему каких-то там вот вопросов, ой, как мне дальше жить, там, или еще что-то. Мы просто поболтали. Но какое количество ценной информации просто само возникло вот из воздуха и осело в моей голове. Причем по ощущениям оно осело как вот закон. Вот есть закон, вот он как будто на лбу теперь написан, я понимаю, что нужно делать дальше. И я прям понимаю, что с этим делать, и меня от этого просто таращит. Я понимаю, как сильно я хочу делать то, что я делаю сейчас, как сильно я хочу развиваться в этом направлении, и меня просто прет. И что еще очень интересно, вот частенько раньше я сталкивалась с такой ситуацией, когда ты что-то задумал, что-то сделал для этого, такое прикольно, вроде бы там тебя прет от этого, а потом что-то раз не получилось, и ты такой, ну или еще оно не получилось, потому что ты что-нибудь не сделал, там, ну вот это все, знаете, когда ты сам не доделал, и потом чувствуешь, что ты что-то, короче, в просадке, у тебя такая, знаете,
дофаминовая яма вот это вот, ну, ты такой, короче, в грустиночке, ничего дальше делать не можешь, не хочешь, такой, короче, расслабился и лежишь. И лежишь, у тебя энергии какой-то нет. Так вот, я попрощалась с этим состоянием. Ну, то есть у меня бывает такое, что я что-то не сделала, и я объективно понимаю, что, ну, блин, ну, косяк, окей. Но это больше не приводит меня в ту точку, когда ты лег, и ты ничего не можешь, ты ничего не хочешь, ты такой, короче, весь прям... Нет. Это просто такая дополнительная пища для размышлений. Что ты делаешь не так? Это твой урок. Как ты, ну, объективно понимаешь, что ты мог сделать. Ты объективно будешь знать, что ты должен был сделать. И даже найдешь ответ себе на вопрос, почему ты этого не сделал. В общем, так, наверное, я должна остановиться, потому что вообще-то эту речь я могу изливать еще, наверное, на протяжении часа, потому что примеров того, что происходит, когда ты запускаешь в нужное время нужные процессы и отвечаешь себе в нужное время на нужные вопросы, у меня уже накопилось просто сверх меры. Я хочу, чтобы это видео стало моей благодарностью Паше за то, что вчера он просто взял и написал мне: давай созвонимся. Вот, прям, я не знаю, он масштабировал мою энергию просто в разы. Вот этим вот своим действием. Я благодарю Вселенную за то, что она слышит меня теперь, вот видит то, что я делаю, и, очевидно, каким-то энергетическим способом просто увязывает все события, какие происходят, для того, чтобы я пришла к своей цели. Это просто что-то удивительное. И мой посыл вам, он в том, чтобы, если у вас имеются хоть какие-то еще малейшие сомнения на тему того, стоит или нет, это определенно того стоит. Вот просто не сомневайся. Я за эти 20 с небольшим дней магическим образом отбросила вообще все ненужное, почти все. Я в процессе. Бросила практически все ненужное, все, что мешало мне на пути к достижению моей цели. Оно просто из моей жизни так вот раз и исчезло. Вообще больше не думаю о этих вещах, о которых думала раньше, которые меня тормозили. Сейчас просто вот беру вот эту всю энергию, какая дается, и отдаю всю свою изобилирующую энергию. И просто получаю кайф. Неистовый, невозможный. Мне казалось раньше, что невозможный. И даже не знаю. Хочется сказать, что срочно, пожалуйста, если вдруг ты еще не решился на то, чтобы в это ввязаться, просто беги со всех ног. Это прям лучшее, что ты сможешь сделать для себя в этой жизни. Просто возьми этот инструмент и воспользуйся им. Это не столько времени, это не столько денег стоит, чтобы прям вот вату катать. Все, пока.